Remis IQ Self Plus – моющий пылесос с двумя валиками. Передний собирает грязь, задний полирует начисто. Тяжелая лапа надежно прижимается к полу. У микробов нет ни шанса. Тем более, что пылесос обеззараживает воду перед началом уборки. Все процессы автоматизированы. Сам подает воду в раструб, повышает силу всасывания, сам промывает и сушит валики горячим воздухом. И даже сам срезает с них намотавшиеся волосы. Ну, почти. Вес выше среднего, но Remis IQ Self Plus легок в управлении. Едет плавно, как президентский Аурус. Цена такая же солидная, как и сам пылесос. Рассмотрим его со всех сторон, протестируем с разными загрязнениями, определим все преимущества и недостатки данной модели в фирменном обзоре Best Robot. Первым делом вскрываем красивую коробку и выкладываем на стол. Большой и серьезный пылесос. Тяжелая станция с сушкой и механическим обрезателем волос. Рукоять на штанге, потом воткнем ее в пылесос. Ёршик для обслуживания, простой, без разрезателя. Запасной блок с фильтрами. Конверт с логотипом Remis. Внутри гарантийный талон на 2 года. Кстати, сервисные центры в разных городах России – это плюс. И красивое руководство пользователя на русском языке. Учитывая стоимость Remis IQ Self Plus, хотелось бы найти в коробке пару запасных валиков. В случае необходимости придется докупать их на сайте производителя. Характеристики такие же внушительные, как и ценник. Особенно впечатляет сила всасывания. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Remis IQ Self Plus выполнен в строгом стиле. Никаких заигрываний с оттенками, никаких цветастых вставок. Чтобы стать центром внимания в вашем доме, ему не хватает разве что галстука. Ручка на задней панели служит для транспортировки пылесоса, а заодно используется для извлечения бачка. Горловина широкая, можно набирать из-под крана. Внутри модуль для электролиза, который питается от 2 клемм внизу. Актуально, если ваши карапузы постоянно пытаются что-нибудь слезать с пола. Еще на задней панели есть наклейка с техническими данными и реквизитами производителя, а также QR-код. Экспресс-диагностика ошибок. Если понимаете, для чего она нужна, напишите в комментариях. На лицевой стороне размещается пылесборник. Стандартную колбу с трубкой закрывает блок с фильтрами и крупной ячеистой сеткой. На ней скапливаются волосы, продукты и прочий мусор. В колбу попадает только жидкость. Фильтрация стандартная. Капроновая сетка и HEPA-фильтр. В горизонтальном положении пылесос не работает. Вода зальется в моторный отсек, так что под кроватью помыть не получится, имейте в виду. Лапа большая с 2 валиками, которые вращаются навстречу друг другу. При этом первый валик крутится на 20% быстрее, чтобы пользователю было проще вести лапу в нужном направлении, благодаря чему создается ощущение, что пылесос едет сам. Также здесь отсутствуют колесики, которые могут чертить по полу. Пылесос едет на тех же 2 валиках, которые моют пол. За вращение валиков отвечает отдельный мотор, который, по словам производителя, устойчив к воздействию влаги. Снять рабочий инструмент не составляет труда. Поддеть крючок фиксатора и потянуть в сторону. Валики средней мохнатости, на сантиметр длиннее стандартных. Оба валика смачиваются по всей длине через 24 сопла, по 12 на каждой стороне. Между соплами и скребком широкое всасывающее отверстие. Сзади аналогичная конструкция, только вместо скребка зубчики, чтобы счищать намотавшиеся волосы. И вы уже спрашиваете, а почему не сделали зубчики для переднего валика, который принимает на себя основной удар? На этот вопрос я отвечу, когда доберемся до док-станции. Штанга, как обычно, монтируется одним движением до щелчка. Если захотите взять пылесос на дачу, нет проблем. Нужно только отжать фиксатор отверткой. Он находится за бачком под заглушкой. Рукоять Г-образная со скобой внизу. Кнопка под большим пальцем запускает мотор. Кнопку переключения режимов почему-то сделали сзади. Чтобы нажимать ее, нужно каждый раз менять хват, а это доставляет неудобства при управлении. Всего доступно 3 режима. Smart Mode или умный режим. В нем пылесос меняет мощность и обильность смачивания в зависимости от загрязненности пола. Smart Disinfecting Mode или умный дезинфицирующий режим. То же самое, но с предварительным электролизом воды в бачке. Видите этот загадочный туман из фильма «Прибытие»? Так выглядит процесс электролиза. И Delicate Mode или деликатный режим.
Максимальное всасывание, минимальное смачивание, без дезинфекции. Такой режим подойдет для ламината или паркета, для сбора жидкости, ну или если на полу много шерсти. Переключение режимов сопровождается голосовыми подсказками. При желании их можно отключить специальной кнопкой. Включен режим интеллектуальной уборки. На маленьком дисплее в рукояти отображается заряд батареи и загрязненность помещения в виде шкалы. Поодаль расположена кнопка самоочистки. Она работает только после парковки на станции. Станция необычная. Во-первых, она габаритная, под размер самой лапы. Во-вторых, она одновременно сушит оба валика после полоскания в специальных углублениях, но при желании можно извлечь валики и просто поставить на штыри для естественной просушки. В-третьих, и самое интересное – механический разрезатель волос. Если в доме линяющий кот, каждый раз извлекать валик не обязательно. Ставим пылесос на станцию, несколько движений ножом туда-обратно и запускаем самоочистку. Станция не проскальзывает, потому что у нее резиновые ножки. Еще на подошве сделали кабель-канал, куда можно сложить шнур питания. Вот как выглядит пылесос в полном сборе на станции. После первичного знакомства могу отметить хорошее качество пластика. Рукоять приятно держать в ладони. Несмотря на повышенный вес, 5,5 кг, не считая воды в бачке, пылесос плавно скользит по поверхности, вести очень легко, рука не устает. Правда, катить в нужную комнату, как обычный моющий пылесос, его не получится. Придется брать за ручку и тащить. Либо снять со станции, включить и довести куда надо, попутно убирая пол. В деликатном режиме Remis IQ Self Plus проработал полчаса. На 80 квадратов этого времени хватило запасом. В других режимах можно рассчитывать минут на 40. Батарея несъемная, поэтому трехэтажный особняк с джакузи придется убирать с промежуточной подзарядкой в 4 часа. Контейнер большой, одной заправки хватило на всю квартиру, еще и на самоочистку осталось. Уровень шума у пылесоса стабильный, в пределах 74-75 дБ. Это средний показатель для устройств такого типа. Заявленная сила всасывания 20 килопаскаль. Серьезный показатель по меркам моющих пылесосов. Проверить его нет технической возможности, зато мы можем провести щелевой тест. В деликатном режиме Remis уверенно вычищает все щели от 2 до 10 мм включительно. С мощностью полный порядок. Несмотря на отсутствие режима сухой уборки, подопытный способен собирать экстремальный мусор на ламинате. Крупа, песок, шерсть – все улетает в пылесборник с 3 проходов. Проблемы возникают только с крупными кусками наполнителя и с мусором вдоль стен, где при фронтальном подходе мешает выступающее вперед крыло лапы. По итогу все соринки набились в верхнюю камеру пылесборника, чтобы их легко было вытряхнуть в корзину. Теоретически IQ Self Plus может и ковролин пропылесосить. Мощности на это хватит, но даже в деликатном режиме он подает воду, имейте это в виду. С пушистыми коврами можно даже не экспериментировать. Для таких задач нужна щетинистая щетка. Пылесос заточен исключительно под влажную уборку, и с этой задачей он справляется отлично. Разлитые жидкости собирают с одного прохода. Пол сухой, как будто ничего и не было. Вдоль стены промывает хорошо. Слепая зона не больше 2 мм. На майонез и кетчуп потребовалось 2 прохода, чтобы начисто убрать остатки жира. Яйцо затягивает вместе с измельченной скорлупой. В этом плане ничем не уступает аналогам. Макароны подбирают бодро, но после нескольких укусов начинает оставлять разводы. Дело в том, что камера с сеткой заполнилась быстро, а не поместившиеся макаронины заблокировали воздуховод и начали застревать в раструбе. Такая порция еды оказалась для пылесоса избыточной. Пылесосить такое количество макарон не рекомендуется. Да и вообще, мучное нужно есть поменьше. Теперь переходим к более сложным задачам. Засохшие пятна. Кофейный прямоугольник 2 валика убрали с 2 проходов. Еще несколько движений, чтобы убрать кайму. Результат топовый. Присохший сок отмывать сложнее. Понадобилось 9 проходов. Средний показатель. Жаль, нельзя повысить интенсивность смачивания. Так бы удалось справиться быстрее. Самый тяжелый тест. Прилипший кетчуп. И здесь подопытный показал себя отлично. Массивная лапа обеспечивает плотный прижим к полу, а валики выполняют двойную механическую обработку поверхности. Чтобы натереть стенд до блеска, понадобилось 13 проходов при среднем результате в 30 у большинства аналогов. Секрет успеха в том, что в отличие от одноваликовых собратьев, IQ Self Plus промывает в 2 направлениях – вперед и назад. При таком подходе эффективность уборки существенно повышается. Во время работы с грязью валики промывают себя
видно только в местах, где установлены форсунки. Из-за этого стенд стремительно покрывается коричневыми полосами. Постепенно полосата снижается, но после 7 проходов все равно наблюдаем пижаму. Делаю промежуточную самоочистку и начинаю повторную уборку. Дополнительные 3 прохода и стенд чистый. Результат хороший. В целом, качество влажной уборки высокое, пятна отмывают на ура, экстремальное загрязнение выше среднего. В конце рабочего цикла устанавливаем пылесос на станцию и нажимаем кнопку под дисплеем. Самоочистка производится в интеллектуальном режиме. Пылесос меняет скорость вращения и объем воды в зависимости от количества грязи на валиках. Поэтому его и назвали IQ+. Цикл самоочистки продолжается 2,5 минуты с чередованием режима смачивания и отжима, а дополнительно вы можете поработать разрезателем, чтобы удалить шерсть и волосы. Звучит все это следующим образом. Уровень шума во время таких процедур может достигать 82 дБ. Достаточно громко. Расход воды стандартный. Порядка 180 мл на один цикл. Плюс-минус такой же, как у аналогов. После тестов с жидкостями валики сравнительно чистые. Передний валик более потрепанный и неоднородный. Следов окрашивания нет. Это плюс. После самоочистки оба валика посвежели и посветлели. С такой задачей пылесос справляется хорошо. После продуктовых тестов рабочие инструменты стали жирными, но цвет поверхности по-прежнему однотонный серый. Промывка на станции удалила жир. Шерстка стала мягкой и чистой, не считая единичных пятен. Окрас валиков меняется только после работы с пятнами. К примеру, вот характерные полосы после кофе. В процессе самоочистки зебру удалось убрать. Однотонная серая поверхность. После пятен сока по всей поверхности отчетливые ржавые полосы. Самоочистка частично исправила ситуацию, но полностью выстирать окрашенный ворс не получилось. Это нужно делать в раковине с мылом. После кетчупа валик сильно окрасился, даже полосы трудно разглядеть. Кардинально изменить ситуацию не удалось, что неудивительно. Даже вручную отстирать такие загрязнения сложно. Сейчас вы наблюдаете суровые последствия земляных тестов. Валики стали коричневыми. После самоочистки их состояние существенно улучшилось, но до идеала далеко. Резюмируя тесты, могу сказать, что самоочистка у Remis IQ Self Plus реализована выше среднего. После регулярной уборки и работы с жидкостями пылесос качественно промывает валик, а после пятен и экстремальных загрязнений потребуется вмешательство пользователя, так же как и с другими моющими пылесосами. После очистки на станции включается просушка. Уровень шума до 48 дБ. Стандартный показатель. За 1,5 часа валик высыхает полностью, по крайней мере в моих условиях. Подведем итоги. Remis IQ Self Plus – узкоспециализированный пылесос для влажной уборки, с которой он справляется на топовом уровне. Насухо собирает жидкости, быстро отмывает присохшие пятна. Пылесос решит любую задачу на кухне, но не сможет залезть под кровать. Громоздкости и веса бояться не стоит, управлять легко. Есть автоматический режим, дисплей и голосовые подсказки, не запутаешься. В идеальном мире у этой модели был бы отдельный бачок с дозатором моющего средства, съемная батарея и нагревательный элемент на станции. Но даже без этого пылесос заслуживает внимания. По системе оценки Best Robot, Remis IQ Self Plus набрал 82 балла и занял 4-е место в all-time рейтинге. Оптимальная локация – большая квартира без ковров с просторной гостиной и кухней, где хозяева проводят много времени. На этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров!